Всем привет! Сегодня у нас расклад «Печать ведьмы», да, есть ли в тебе сила древних. И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу расклад наш начнем. Единичка. Как всегда передо мной. Бумажка с вопросами, вопроса 3, и первый, какая древняя сила скрыта в тебе и как она проявляется. Ну тут по семерке мечей, королю жезлов даже трактовать не нужно. У тебя внутри живет настоящая хитрая жопа. Вот, ну да, я бы так назвал. Давай назовем тебя лисичка хитрая, которая умеет управлять людьми так, что они даже не понимают, что происходит. И ты думаешь такая, что ты обычная женщина, а на самом деле, знаешь, у тебя врожденный талант влиять на других через вот эти тонкие психологические приемы. Не через крики, не через скандалы, не через вот этот ультразвук женский, это тебе чуждо, а через умное манипулирование всем. Твоя сила, она в тени работает. Ты интуитивно чувствуешь слабые места людей и знаешь, какие кнопочки нажимать, чтобы получить результат, который тебе нужен. Когда тебе там что-то нужно, там от мужа, от начальника, ты не идешь с прямой просьбой. Нет, ты создаешь такие обстоятельства, что он сам приходит к нужному тебе решению. А потом там дети, коллеги, семья все удивляются, как это у нее так все получается. В отношениях ты тоже не прямолинейна. Если мужчина твой начинает отдаляться, ты не устраиваешь истерик. Нет, ты делаешь так, чтобы он сам начал за тобой бегать. И даже подруги, наверное, спрашивают, что за секреты у тебя. А ты сама толком не понимаешь, как это работает. И вот эта сила, она, знаешь, она проявляется через твою способность людей считывать. Прям за несколько минут общения. Ты видишь, кто чего хочет, кто чего боится, кто чего скрывает. А потом ты используешь эту информацию, даже не осознавая этого полностью. И люди после разговора с тобой, они чувствуют, что ты их лучше поняла, чем они сами себя понимают. Почему эта сила сейчас пробуждается? Ну, знаешь, недавно тебя, как сказать, здорово жизнь потрепала. Кто-то тебя предал, обманул, больно ударил по твоему самолюбию. И ты думала, что это конец света, там, переживал, возможно, даже плакала. Но именно вот эта боль, она разбудила в тебе вот это новое. Как будто внутри тумблер щелкнул. И после вот этого удара ты почувствовала в себе злость, но не разрушительную, а вот созидательную. Такую, которая вот говорит: «Больше меня никто не обманет, больше я наивной дурочкой не буду». И тут же в тебе проснулась совершенно новая энергия, молодая, дерзкая, готовая к действию. И сейчас, ты знаешь, ты находишься в моменте перезагрузки. Старая ты, которая всех жалела, всем верила, она в том конфликте исчезла. А новая ты вот только-только начинаешь понимать, на что способна. У тебя появился и азарт, и желание попробовать себя в этой новой роли. И ты чувствуешь, что ты можешь гораздо больше, чем раньше думала. И сила проявляется, пробуждается, точнее, именно сейчас, потому что ты созрела для нее. Раньше ты слишком мягкая была, слишком со всеми добренькая. А теперь жизнь тебя закалила, и ты готова пользоваться вот этими скрытыми своими способностями, без всякой вот этой совести бусурманской. Ты сейчас понимаешь, что если не ты, то тебя. И вот эта мудрость, она дает тебе право использовать свой дар. Как развивать эту силу во имя добра? Ну, знаешь,
Задача сейчас не бежать вот сломя голову, да, использовать сразу вот эти новые способности, а методично их развивать. Вот как в фитнесе там спортсмены и так далее мышцы тренируют, вот так и ты должна каждый день свою интуицию тренировать. Понимаешь? Начиная с мелочей там. Каждый день ставь небольшую задачу. Например, там понять мотивы вот этого человека и мягко направить разговор в нужную сторону. Или там почувствовать настроение коллеги. И вот записывай свои наблюдения. Анализируй, что работает, а что не работает. И это не игра, это серьезная работа над собой. Самое главное, ты должна стать хозяйкой своей силы, а не ее рабыней, понимаешь? Устанавливай для себя четкие правила. Например, там, никогда не используй способности, чтобы навредить невинным людям. Направляй их только на защиту себя и тех, кого ты любишь. Помогай другим решать проблемы их там. Используй умение вот видеть суть ситуации. И самодисциплину, конечно, развивай. Потому что твоя сила, она ответственности требует. Ты не должна поддаваться соблазну манипулировать людьми там ради развлечения или какой-то там мелкой выгоды. Каждое использование способностей должно иметь достойную цель. Понимаешь? И систему ежедневных практик создай. Например, там медитация для развития интуиции, да? Наблюдение за людьми, там анализ каких-то ситуаций. Чем больше ты будешь тренироваться осознанно, тем сильнее ты станешь. И запомни раз и навсегда, что настоящая сила, она же не в том, чтобы всех победить, а в том, чтобы знать, когда эту силу применить и когда воздержаться от нее, понимаешь? Обязательно подписывайся на канал, чтобы меня не потерять. Дальше будет интересней. Ну а мы переходим ко второму варианту. Двоечка. Какая сила скрыта в тебе древняя? Ну знаешь, у тебя талант выживать в любых ситуациях и в любых условиях. Ты вот думаешь там, это везение, это случайность. Знаешь, на самом деле у тебя древняя способность находить выход из вот этих безвыходных ситуаций. И это необычная там смекалка, да? Это гораздо глубже. Например, я тебе объясню. Вот когда у тебя деньги заканчиваются, ты не паникуешь и не занимаешь у всех подряд. Ты способ находишь заработать именно столько, сколько нужно. Именно вот в тот момент, когда это критически важно. У тебя, знаешь, у тебя получается совмещать несколько дел одновременно так, что другие просто удивляются, как ты вообще все успеваешь. И работает твоя сила через умение баланса. Ну, балансировать между разными вот областями жизни, областями там работы и так далее. Когда одна сфера рушится, то ты автоматически находишь опору в другой. Я тебе объясню. Вот смотри, работу потеряла, у тебя сразу новые источники дохода находятся. Там в отношениях проблемы, сразу появляются интересные там какие-то вещи, которые отвлекают и силы дают. И это не совпадение, нет, это твоя сила. Но знаешь, самое интересное, ты умеешь превращать кризисы в возможности. Например, то, что вот других людей, твоих там подруг, да, например, ломает, тебя это закаляет. Ты использовать, как сказать, пользу извлекать научилась из самых даже паршивых ситуаций. Все вокруг жалуются на трудности и так далее, а ты уже думаешь, как на этом заработать или там чему на этом научиться. И вот эта способность, она досталась тебе от предков, которые тоже умели выживать в сложные времена. Почему именно сейчас пробуждается? Ну, знаешь, ты с серьезной несправедливостью столкнулась недавно.
Тебя кто-то или обидел, или обманул, или вот нечестно с тобой поступил, и ты молчала долго, терпела долго и думала, что сама пройдет. Но внутри злость копилась. Не истеричная, а вот такая вот холодная и расчетливая. И вот эта ситуация, она заставила тебя по-новому взглянуть на весь мир. Ты поняла, что быть хорошей девочкой недостаточно, что люди пользуются добротой других. А система, как говорится, не всегда защищает честных. И тогда вот в тебе проснулось вот это желание действовать. И знаешь, ты сейчас находишься вот в состоянии внутреннего следователя. Ты начала анализировать людей, начала ситуации анализировать, причем гораздо внимательней. Стала ложь замечать, стала видеть скрытые мотивы людей и понимать, кто чего на самом деле хочет от тебя. У тебя, знаешь, вот такой азарт разоблачения появился. Ты хочешь докопаться до правды. В тебе прямо это, как говорится, бьет ключом. И древняя сила вот эта просыпается именно сейчас, потому что ты просто созрела для справедливого гнева. Раньше была ты там слишком наивной, верила в лучшее в людях. А теперь, когда жизнь показала, что мир не всегда справедлив, и иногда нужно самой восстанавливать баланс, ты готова стать вот той, кто наводит порядок там, где другие, как говорится, только руками разводят. Как развить и использовать эту силу для добра? Тут даже трактовать не нужно. Потому что твоя задача стать проводником света в этом мире. Но не искаженного, типа я вот вся справедливая, сейчас всем насру по справедливости. Нет, не нужно также лекции о добре и зле читать, а реально людям помогать находить выход из тупиковых ситуаций. Потому что у тебя дар видеть перспективу там, где другие проблемы видят. Вот начиная с того, что доверяй своей интуиции полностью. Когда у тебя появляется ощущение, что нужно поступить именно так, а не иначе, то слушайся этого голоса. Он никогда не подводит тебя. Даже если логика говорит одно, а внутренний голос другое, то выбирай вот этот внутренний голос. Развивай свою способность быстро проблемы решать, быстро действовать. Ты вот не из тех людей, кто должен долго размышлять и взвешивать. Потому что сила твоя, она в скорости реакции и умении менять направление движения, когда это нужно. Как вот водитель чувствует дорогу же, когда вот видит, он же предсказывает, там чуть ли не как шахматная партия идет. Так и ты должна научиться чувствовать жизнь. Понимаешь? Используй свой талант людям помогать. Там из сложных ситуаций выбираться, из там токсичных отношений. Ты выходы видишь там, где их вообще нет. И умеешь найти вот, как говорится, нужное в самых неожиданных местах. Поэтому стань тем человеком, которому за советом приходит, когда совсем плохо. Но помни, ты не должна решать проблемы за других. Ты только можешь показывать путь, а идти они уже сами должны, потому что иначе что? Правильно, сядут на шею. Твоя роль — это, знаешь, вот как сказать, если образно сказать, это маяк, который в темноте светит и направление показывает. Но маяк же он не берет, как говорится, корабли себе на ручки не выводит, не заставляет их припарковаться, говорю. Ну, пришвартоваться, понимаешь? Он только путь показывает. Поэтому будь внимательна, иначе на шею-то быстренько сядут. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик, чтобы меня не потерять. И мы перейдем к третьему варианту. У троечек вообще все интересно.
Напомню, передо мной бумажка с вопросами. Вопроса 3. И первый, какая древняя сила скрыта в тебе, как она проявляется? У тебя дар, знаешь, какой? Я вот не знаю, как объяснить, на языке крутится. Ну вот людей насквозь видишь, но знаешь, не их поступки или слова, а вот именно то, во что они сами себя обманывают, понимаешь? То есть ты на человека смотришь и сразу понимаешь то, что он фантазер, какие там он иллюзии себе создал, в каких фантазиях живет, от какой правды убегает. Ты вот это вот видишь. И эта способность, она постоянно проявляется у тебя. Но ты думаешь, что это нормально, что все так умеют, но нет. Когда подруга тебе рассказывает про своего идеального мужчину, ты сразу чувствуешь, что она, как сказать, без мата-то, приукрашивает, додумывает то, чего нет. Когда коллега хвастается там своими там планами, ты тоже видишь. Она сама себе не верит в то, что говорит. Но самое интересное, ты умеешь прокалывать вот эти пузыри иллюзий одним словом. Не специально, не со зла, нет. Просто ты задаешь правильный вопрос или вот замечаешь какую-то деталь, и человек сразу же понимает, что сам себя этот обманывал. Люди после разговора с тобой, они часто говорят, что вот, как сказать, блин, я никогда бы об этом не подумала, но ты права. Вот примерно вот так. У тебя мозг острый, ум острый, который чужую ложь как ножик режет. И не ведешься ты на вот эти все красивые истории, не покупаешься там на слезы, на жалобы. Ты суть видишь, а не упаковку. И вот эта способность, она досталась тебе не случайно, потому что твои предки тоже умели отличать правду от лжи. Только тогда это было вопросом выживания, а сейчас тебе вот так вот досталось все. Почему именно сейчас пробуждается? Потому что в твоей семье что-то важное произошло. Это или свадьба, рождение ребенка, какой-то юбилей крупный, или наоборот, да, развод, болезнь близкого человека, то есть семейное. Какое-то событие, которое заставило всю семью вместе собраться и показать свое истинное лицо. И ты смотрел на этих людей и просто поняла, что ты знаешь о них гораздо больше, чем они думают. Видела, кто чего боится, кто чего скрывает, кто кому завидует, там кто от кого зависит. Ты просто стала понимать семейную динамику, причем так глубоко, что стало почти страшно. И вот в этот момент ты почувствовала, что стала взрослой. Вот по-настоящему, независимо от того, что тебе 50, 60, 80 лет. Не по паспорту, а вот внутри. Ты перестала смотреть на родственников, как на идеальных людей, увидела их такими, какие они есть. Со всеми их слабостями, страхами, ошибками и прочим. И это тебя не расстроило, наоборот, силу дало. И вот древняя твоя способность, она поэтому вот сейчас активировалась, потому что ты достигла вот этой зрелости эмоциональной. Раньше ты как вот, ты была слишком к людям привязана, чтобы видеть их объективно. А теперь ты научилась, как сказать, вот, любить, но не идеализировать. Я не знаю, как по-другому сказать. И вот это открыло тебе доступ к вот этой твоей родовой мудрости, которая всегда в тебе была, но своего часика ждала. Как развить и использовать эту силу для добра? Ну, знаешь, задача твоя стать вот тем человеком, который людям помогает выбираться из собственных ловушек. Но делать это нужно аккуратно, потому что, знаешь, не все готовы к правде о себе. Поэтому начинай с малого, там, учись дозировать свою прямоту. Каждый день тренируйся там молчать, когда видишь чужую ложь. Потому что, ну, не все проблемы нужно решать сразу. Иногда человек сам должен дойти до понимания. И твоя роль не ломать людей резкими словами, а мягко их подводить к осознанию, понимаешь? И развивай в себе терпение, потому что у тебя, как сказала бы моя бабушка, вода в жопе не держится.
Ты видишь вот решение проблемы сразу, а другим нужны месяцы, чтобы до этого дойти. Поэтому, ну, вот как сказать там, торопить бесполезно. Люди меняются только тогда, когда сами готовы. Это вот как подруге ты доказываешь, что ее мужик говно, а она этого не примет никогда, пока сама, как говорится, до этого не дойдет. А ты должна быть рядом в этот момент с правильными словами. Понимаешь? И от страха освобождайся, что тебя не поймут. Потому что, знаешь, вот многие будут злиться на тебя за правду. Обвинять там в жесткости, говорить, что ты вмешиваешься не в свои дела. Но это нормально. Правда, она всегда боль причиняет тем, кто от нее прячется. Вот создай себе ритуал какой-нибудь практики ежедневной. Например, там каждый вечер анализируй, что ты в людях за день увидела, но никому не рассказывай. И это будет твоя внутренняя работа. Веди там дневник наблюдений, но только для себя. Чем больше ты будешь осознавать свой дар, тем точнее ты научишься им пользоваться. И обязательно приходи в манифест. Там ты и свой дар, как говорится, разовьешь. И много новому чему эзотерическому, магическому научишься. Без всякой шизофрении. Ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии. И помни, что дед всегда рядом.